Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить про то, что мужчины не выносят глупых, поверхностных женщин, которые примитивно мыслят, которые такие женщины-пустышки. К сожалению, сейчас таких женщин становится все больше и больше, и мужчины хотят не краснеть за свою женщину, за то, что она говорит, делает. Или даже если женщина может быть не глупа, но все равно совершает такие глупые ошибки, неразумные в семейной жизни, в отношениях. И сегодня я о таких ошибках буду говорить, таких типичных, по которым можно узнать очень много женщин, такие маркеры, по которым вот мужчины сразу определяют, что эта женщина относится к этой категории. Одним словом, мужчины отмечают, что с современной женщиной разговаривать нечем и просто неинтересно. Все чаще можно заметить такое короткое замыкание между языком и разумом женщины. Что-то не коннектится. У современной женщины есть хитрость, но это не рядом с мудростью и разумностью. Помимо всего этого появилось еще такое понятие, как эмоциональная лень сейчас. Она характеризует женщину, которая такая, как будто повидала все, ее уже ничем не удивить, да, если мужчина там как-то знакомится и старается. Ее не завлечь, не привлечь никак, ее внимание. Она такая вот уставшая от всего, потому что как будто вот она все уже видела и не знаю, какие там нужно фокусы воспроизвести, чтобы произвести впечатление на нее. Но такое поведение отмечают мужчины, которые знакомятся с современными девушками и женщинами. И здесь как нельзя, кстати, фраза подходит: бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым. Женщины сами портят о себе впечатление. Есть такая фраза: красоту видно, а разум слышно. Вот мужчины хотят, чтобы разум был услышан. В общем, сегодня буду говорить об этом. Были времена, когда было очень много открытий. Отважные мореплаватели открывали земли и культуры. Было очень много ученых, писателей, художников. Это была эпоха Возрождения, когда ценился человеческий интеллект, искусство и достижения. После этой эпохи была эпоха Просвещения. Это интеллектуально-философское движение, которое было сосредоточено на человеческом счастье и знаниях. Манифест этой эпохи — знание, сила. Ну и, конечно, нужно отметить, что русские люди внесли огромный вклад в копилку человечества. Великие композиторы, писатели — гордость нашей страны. И насколько наша классика, наш могучий русский язык, он не сравнится, например, с Западом. Как кратко: окей, I'm fine, how are you? У нас ответ можно будет получить не однообразный, не однотипный. И этим прекрасен наш русский язык. Но что мы с ним делаем? И хотелось бы, чтобы мы его не теряли. В том числе все начинается с общения, с беседы, как мы общаемся друг с другом. Получается, что базовые вещи все на месте, все скопилось с разного времени, и сейчас мы видим, ну и уже такие новые технологии, когда машина без водителя, может быть, когда мы носим в кармане компьютер, хотя еще какое-то время назад люди могли мечтать только о стационарном компьютере, который находился дома. Но пессимистами в этом вопросе замечено, что на самом деле мы где-то слышим какие-то отголоски, что идет какое-то развитие, но в принципе человечество остановилось. Нету гениев, как сразу Пушкин вспоминается. Ай да Пушкин, ай да. И считается, что если так дальше будет идти, то производительность человеческая, она упадет вообще до нуля. Сейчас, конечно,
конечно, у людей концентрация снизилась просто в разы, то есть вот просто элементарно даже усидчивость вот это, когда человек мог воспринимать там хотя бы там 5 минут какую-то информацию, сидеть, ничего не делать, сейчас она снизилась там до, ну, вообще какого-то предела. Обошло женщин, потому что женщины, конечно, наиболее подвержены. Женщинам много что можно продать, потому что они в силу своей эмоциональности. Вот это вот, кстати, пункт, который я уже перехожу к пунктам. Мужчины некоторые просто озадачены. В комментариях периодически мужчины пишут: объясни, пожалуйста, вот поведение просто. То есть вот эта последовательность какая-то, логичность, она, конечно же, не присуща женщине. Вот это вот есть иррациональность, да, такое вот что-то неуловимое, непонятное. Женщина сейчас поступает глупо, потому что женщина не слушает абсолютно мужчину. И на этом хочет построить какие-то отношения, если такое случается. Это как будто вот на прогнившем фундаменте ты начинаешь строить новый дом. Но он обрушится, в какой-то момент он обрушится. И все лучшее мы приобрели от мужчин. Ведь на самом деле всей техникой, всем, чем мы сейчас пользуемся, кто это все сделал и придумал? Конечно, мужчины. Надо быть 7 пядей во лбу, мужчины этого не требуют. Кстати, это выражение пошло от высоты, то есть считалось, что чем выше лоб, тем умнее человек. И 5 это длина, да, измерение. Это мужчины на самом деле достаточно просты многие и скромны в своих пожеланиях, какую женщину они хотели бы видеть. Но я ни от кого не слышала, что вы... Ну, есть, конечно, мужчины, которые могут сказать: ну ладно, она глупая, но я закрою на это глаза. Но мне кажется, все равно долго с такой не протянешь. Но вот так вот на долгую жизнь, ну это невозможно с такой жить. Мужчины восклицают, почему вместо того, чтобы выделяться как-то духовным своим развитием, женщины начинают вот эту всю атрибутику накладывать на себя, косметику, которую многие мужчины не любят, да, то есть если речь идет, ну, как замаскировать какой-то недостаток, это одно, но когда очень сильная косметика или когда там вот такие вот ресничища, но это просто говорила, да, то есть уделяется много внимания внешнему и не уделяется внутренней составляющей. Ну, во-первых, послушать их разговоры, это просто ничего там такого. То есть у них будет вид, как будто они обсуждают что-то очень такое интеллектуальное, но при этом, если прислушаться, там просто Элочка Людоедова сразу вспоминается. И такие разговоры я вот недавно слышала, там женщина переживала, что у нее как-то жизнь вперед не двигается, она никого не встречает, и ее успокаивала знакомая и говорила, что ты подожди, все будет, и все сразу придет вот этот вот айболит, который вылечит, и сразу такой волшебник из страны Оз, который прилетит и все настроит волшебной палочкой. И, кстати говоря, там вот Страшила, он просил мозг, который ему потом дали. И там еще Дровосек просил сердце, которого тоже потом выдали. Вот эти, мне кажется, две вещи в сердце и мозг. Я хочу уточнить, что я, конечно же, обобщаю. Я никого не хочу обидеть, надеюсь, что никто не обидится. Есть другие женщины, но тем не менее я говорю об общей тенденции, с которой сталкивается очень много мужчин сейчас. Современной девушке, которая вот живет там этими вот селфи, там вот это все смотрит на других, это вот такое стереотипное мышление очень. Лонные фразочки используются, такие чужие умозаключения, которые ты где-то уже слышал, когда слышишь это от нее. Глупое поведение — это постоянно, когда женщина претензии одни предъявляет. Такого понимания, что либо ты принимаешь человека, какой есть, ну, либо смысл каждый раз жаловаться. Некоторые мужчины отмечают, что у женщины учатся для галочки, так, чтобы просто было. В основном одна цель — это, конечно же, найти того, кто устраивателя вот этой
шикарной жизни. Сразу видно, у нее там сразу такой-то ценник в глазах, калькулятор горит просто. Или вот такой вот прям вот мега типичный случай. Я думаю, что многие мужчины сталкивались именно с таким поведением, когда женщина сама не знает, что она хочет. Она спрашивает: котенок, а вот мне вот это вот подходит, когда этот котенок отвечает, что да, в общем-то, тебе это не очень все идет. Да, ты меня не любишь? То есть мужчина в ступоре, он же вроде как бы хотел сказать честно, когда наоборот он говорит, что тебе это идет, женщина может отреагировать на то, что у тебя что, нет своего мнения, ты что тут подхалимничаешь, скажи честно, скажу правду. У мужчины просто в этот момент просто взрывается голова его. В ответ мужчина получает просто обиженное создание. Или вот мужчины тоже делились, на первом свидании девушка сразу же рассказала про всех своих мужчин, про количество, кто был сразу. Ну или касаемо подарков, когда женщина загадывает, чтобы мужчина там додумался, что она хочет. Вообще вот это тоже типичная история, когда женщина думает, не знаю, сейчас столько всяких курсов, столько, не знаю, сейчас столько всякой информации. Ну я понимаю, что мужчина и женщина с разной планеты, скажем так, но, по-моему, уже достаточно много информации о том, что мужчине нужно говорить, а женщины часто сами себе делают скидку на то, что они женщины. Но мужчинам скидку они не делают. Вы знаете, я когда готовилась к видео, я стала задаваться вопросом, почему так долго раньше женщин не ограничивали образование. Ведь раньше женщина в основном училась рукоделию, шитью, помогала с родственниками. В основном потом муж всему обучал женщину. И вот так вот как-то семьи создавались и жили. Сейчас все перевернулось. С одной стороны, пожалуйста, вот есть возможность, да, но тем не менее мы не видим результата, что женщины делают какие-то открытия, что женщины стали умнее, женщины стали более разумно поступать. Наоборот, можно сказать, происходит в каком-то смысле женская деградация, когда развитию уделяется все меньше и меньше внимания, и женщина порой не ставит себе цели быть просто интересной. Ну, кто-то считает, что сейчас такой срез общества, да, то есть настает все больше и больше какая-то такая точка, от которой уже какое-то должно новое отправление пойти в какое-то, ну, другое какое-то развитие, да, то есть развитие должно быть. На самом деле сейчас сложное время, но женщины, которые вот простые, такие обаятельные, приятные, легкие в общении, вот такими женщинами все больше интересуются мужчины. Мужчины отмечают, что в женщине хотелось бы видеть эти качества, хотелось бы видеть чистоту, естественность, без всего вот этого искусственного. Глупость и пустота никого не красят.